Учебно-методическое пособие 1997 года включает 3 раздела. Введение в теорию и техники, 50 страниц с иллюстрациями, плюс 4 вложенные страницы. Лечение отдельных состояний. Рассматриваются диагностика и лечение дисторсий, типичных для разных регионов тела. Всего 60 страниц с иллюстрациями. И приложение и глоссарий. 29 страниц. Представляют из себя сводные и сравнительные таблицы, определения и пояснения терминов, упоминание некоторых авторов и методик, повлиявших на формирование или рассматриваемых через призму модели фасциальных дисторсий, а также информацию об авторе и его планах на будущее. Ранее опубликованные сведения о моделях фасциальных дисторсий в этом издании дополнены описанием подвидов континуум дисторсии, протоколов диагностики, лечения растяжений каждого региона тела, переломов и вывихов, абдоминальных и тазовых болях, постинсультном спастическом параличе. И также оно включает рекомендации по улучшению физических возможностей спортсменов. В ней рассматриваются подвиды фолдинг дисторсий на вложенных листах и приводятся рассуждения о возможной роли фасциальных дисторсий в развитии сердечно-сосудистой патологии, бронхиальной астмы и о возможности исправления этих патологий оперативным путем. Если помните, эти идеи были описаны доктором Типальдосом в материалах, которые входят в ноутбук. А в послесловии автор пишет: оглядываясь на 1997 и 1998 годы, в новое тысячелетие я вижу будущее, в котором ортопатические концепции будут интегрированы в остеопатию, ортопедию, физиотерапию и реабилитационную медицину. На экономическом фронте страховые компании могут подстегнуть этот рост, щедро компенсируя лечение, которое дает превосходные результаты всего за часть стоимости. На клиническом фронте ожидаемые области развития ортопатической медицины являются регистрация и интерпретация фасциальных дисторсий через ультразвуковое исследование, МРТ и компьютерную томографию, интрахирургическая коррекция фасциальных дисторсий и, возможно, профилактика инфарктов миокарда путем эндоскопической лазерной облитерации триггерных тяжей и цилиндрических дисторсий на внешней стенке коронарных артерий. Важное замечание. У меня нет доступа к учебно-методическому пособию 1996 года. Возможно, часть этих сведений уже имела место в нем. В конце 1997 года доктор Типальдос провел запланированные 3-дневные курсы по ортопатической медицине в остеопатических школах Франции, Австрии и Португалии. Один из студентов семинара в Вене был настолько впечатлен увиденным и услышанным, что через несколько месяцев посетил доктора Типальдоса в Америке, чтобы больше узнать об ортопатии. Этим студентом был доктор Георг Харрер, о нем я снял отдельное видео.